Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Победить не получилось. ЕС выпрашивает у России поблажки. Ведущие немецкие промышленники призвали возобновить поставки газа из России. Александр, как такое возможно? Ведь они вот-вот планы подготовят, как отказаться от тоталитарных энергоносителей из России, и вот выпрашивать начали. Что вообще происходит? Интересный момент заключается в следующем. Потребление газа в Европейском Союзе в начале 2025 года, собственно, за первый квартал, увеличилось по отношению к первому кварталу 2024 года. Однако это увеличение в основном связано с деятельностью электроэнергетики. Да, разумеется, есть там некоторые подвижки в области промышленности, но, знаете, мы на этом канале уже пару лет говорим: ребят, не надо ждать, что у них продолжится падение. У них в какой-то момент они оттолкнутся от дна и начнется восстановление. Но при определенных условиях это восстановление постоянно будет упираться в потолок. И вот, в начале 2025 года, собственно говоря, в первом квартале 2025 года, на фоне прекращения транзита, сокращения выработки электрической энергии ветровыми электростанциями, которые продемонстрировали падение объемов производства при росте установленной мощности, увеличилось потребление электрической энергии, вырабатываемой газовыми электростанциями. Удивительное дело, разумеется. Кто мог такое подумать? То есть даже температура может оставаться такой же, как в прошлом году, но если вдруг у вас сокращается производство на ветряках, то что делать? Просто сидеть без электричества или увеличить производство на угольных и газовых электростанциях? Наверное, все-таки второй вариант. И вот газовые электростанции стали больше потреблять газа. А больше потреблять газа – это значит больше отбор из подземных хранилищ. Больше отбор из подземных хранилищ – это меньше газа в конце отопительного сезона. И вот, хопа, сейчас потихонечку, полигонечку, конечно, восполнение отобранного начинается, продолжается и все такое прочее, но темпы очень низкие. Да, понятно, межсезонье, темпы могут быть низкими, вот летом они как начнут закупать и закачивать больше, потому что, летом-то спрос обычно невелик, однако. И сейчас про риски, не про неизбежность, а про риски подчеркиваю я вот так вот. Однако, следующий момент хотелось бы подчеркнуть. А будет ли жарко? А что будет с ветряками? Что будет с гидроэлектростанциями? Не праздные вопросы. Потому что вот в 2021 году мы уже наблюдали, как летом резко выросло потребление электрической энергии, резко из-за этого выросло потребление газа, резко выросли цены на газ, потому что предложение не успевало за ценами. Резко выросли цены на уголь, потому что потребление электрической энергии толкало и вверх рост производства на угольных электростанциях, в том числе, и для них нужен уголь. Его надо купить, цены растут, ай-яй-яй. И это привело к возникновению того самого мирового энергетического кризиса. Это ведь происходило не только в Европе, жарко было во всем северном полушарии. А то у нас, опять же, все так смотрят на Европу, как будто на ней, знаете, свет клином сошелся. Нет, надо смотреть на ситуацию в мире в целом. И мы видим, что вот подобная ситуация, она практически везде была. И значит, эти вот необходимость увеличивать потребление газа тоже была везде. Но не суть. Мы увидели, как в начале 2021 года была подобная же ситуация, только связанная с холодами. В начале 2025 года мы увидели, как резко сократилось потребление производство электрической энергии на ветряках, и выросло потребление электрической энергии, которая производится на газовых электростанциях. Может ли подобное произойти этим летом? То есть жарко, растет спрос на электрическую энергию, или температура остается той же, но резко сокращается объем производства электричества на ветряках. И значит что? Опять же, сидеть без электричества? Да, летом жарко, можно и без электричества посидеть, но зачем? Вот газовые электростанции, вот, пожалуйста, давайте, производите больше газа. К чему это? А это к тому, что лето – это не пора, когда со всей неизбежностью цены обязательно упадут и будут обязательно очень низкими. Уже за последние несколько лет накоплен негативный опыт, демонстрирующий, что летом из-за сочетания не таких уж невероятных факторов у вас может произойти резкий рост спроса на газ, в условиях, когда предложение этого самого газа, мягко скажем, не перекрывает этот самый спрос. То есть предложения все еще не хватает. Часть проектов, напомню,
по производству СПГ немножечко сдвинули, потому что все боялись начать толкаться локтями на рынке, увеличивая предложение в условиях, когда многие говорили, ну все, сейчас ситуация нормализуется. Сейчас нормализуется ситуация, поэтому, ну, ребят, вот будет избыток предложения, все будет хорошо. Ну, производители это услышали, сказали, в смысле будет избыток предложения? Погодите, стоять, это как-то не в наших интересах. Давайте мы с этим что-то сделаем. И хопа, они с этим что-то сделали. И вот у нас уже увеличение в Соединенных Штатах не такое значительное производство будет, как предполагалось. Часть этого увеличения перетекло на 26-й год, но не суть, опять же. То есть возвращаемся к 100 дням и к каким-то там компаниям, которые просят больше российского газа. Вот это фон был. На фоне. Это фон для того, чтобы какие-то компании, как сообщают у нас, просят российский газ. И вот тут я позволю себе цитату. В частности, исполнительный вице-президент французской энергетической компании ENGIE Дидье Олло рассчитывает на 60-70 миллиардов кубометров в год российского газа после установления мира на Украине. С ним согласен глава французской нефтяной компании Total Energy Патрик Пуяне. К довоенным 150 миллиардам не вернуться, но 70 – это реально. Американский экспорт не панацея, уверен он. Что если США вдруг сократят поставки? Нельзя переходить от так называемой чрезмерной зависимости от России к чрезмерной зависимости от других стран, даже если это союзник, подчеркнул Пуяне. Вам не смешно? Зря. Давайте расскажу, почему тут надо смеяться. Ну, для начала не смешное. В прошлом году из России по газопроводам и в виде СПГ было поставлено в Европейский Союз порядка 54-55 миллиардов кубов. На этом фоне разговор о том, что импорт из России можно было бы увеличить до 60-70 миллиардов, уже не выглядит каким-то таким, знаете, разговором из серии «Ого, аж 60-70 миллиардов, ну вот уже 55». Там до 60, мягко скажем, не очень много. 70, тоже не очень много. Это не смешная часть. А теперь смешная. А кто такой Дидье Олло, нам не очень интересно. Вот что такое компания ENGIE? Компания ENGIE – это компания, которая являлась инвестором в проект «Северный поток-2». Мощность нитки «Северного потока-2», который находится в рабочем состоянии, 27,5 миллиардов кубов. В текущем году за первый квартал из России в Европейский Союз было поставлено чуть-чуть больше 10 миллиардов кубов. По газопроводам и в виде СПГ 10 миллиардов. Я думаю, довольно легко понять, что за весь год при сохранении этих объемов будет поставлено примерно 40 миллиардов кубов. Сокращение по отношению к прошлому году связано с Украиной. С тем, что украинский транзит немножечко кончился. 40 плюс 27,5. Сколько будет? Вот, с чем я лично связываю вот этот показатель в 70 миллиардов кубических метров. 60-70, где-то так, знаете, вот где-то 7-8. Сколько будет дважды 2? 7-8, да. Вот. Но это не все. То есть фактически нам один из инвесторов «Северный поток-2» говорит, вы знаете, было бы неплохо, вот чтобы 60-70 миллиардов кубов, а за счет чего? Итак, он должен в этот момент хитро посмотреть куда-то в сторону, знаете, Балтийского моря, вот куда-то туда. Далее, Total. К нему присоединяется, 150, это нереально, 70, да, это реально, это нормально. Это не смешно, это он просто присоединяется, смешно другое. Про американский экспорт. Что если США вдруг сократят поставки? Говорит крупнейший поставщик американского газа на планете Земля. Компания Total – это держатель крупнейшего пакета контрактов с американскими заводами по производству СПГ, который, является крупнейшим поставщиком американского газа на европейском рынке. Глава этой компании говорит, а что будет, если американцы сократят поставки? Дорогой друг, мне кажется, это к тебе и к твоим коллегам вопрос. А что это вдруг вы об этом заговорили?
как-то американцы сократят поставки. В какой момент? Вот лично мне хочется сразу задать вопрос следующего характера. А на какой точке предполагается, что американцы сократят поставки? Где эта точка? Вам аннулируют ваши контракты? Или американцы приостановят экспорт, потому что у них начнут расти внутренние цены из-за роста зависимости от котировок на внешних площадках, что может произойти к концу 20-х годов? Вы о чем, господин Пуянне? Или дело не в американском экспорте. Просто человек, являющийся представителем крупнейшего поставщика американского газа на планете Земля, использовал этот вот тезис про американский экспорт, так в тексте, в качестве страшилки, хорошо понятной внутренней европейской аудитории. Есть опасения, которые неоднократно высказывались на самом высоком уровне в Европе, что «а что это у нас зависимость от Штатов растет? А это тоже нехорошо. Видите, как себя нехорошо Штаты ведут? Ну, при Байдене еще ладно было, но Трамп, он какие-то ограничения вводит, нам какими-то штрафами, какими-то тарифами, какими-то пошлинами грозится. Ай-яй-яй, это очень нехорошо. А мы тут сейчас увеличим зависимость». Есть такая страшилка. И вот представитель компании Total выходит и говорит: ай-яй-яй-яй. А вы представляете, что будет, если американцы нам обрубят поставки? А чем еще является компания Total? Компания Total еще является собственником части проекта Ямал-СПГ. И компания Total вообще не заинтересована в том, чтобы вводились какие-то ограничения на закупку российского газа. В том числе и в первую, наверное, очередь на закупку российского сжиженного природного газа. Более того, эта компания не заинтересована в том, чтобы какие-то санкции против российского газа вводились. Эта компания, по удивительному стечению обстоятельств, являющаяся собственником части проекта Ямал-СПГ, вот прям вообще не заинтересована. И вот ее глава произносит абсурдную с точки зрения роли этой компании на мировом рынке фразу про прекращение поставок или там сокращение поставок газа из США. А для чего он это делает? А как так? Нет, я понимаю, у нас многие на это посмотрят. Ну, опять же, я не утверждаю, что я прям прав. Но я просто в этом вижу следующее. Я вижу какое-то лицемерие. Ну, хорошо, не лицемерие. Дипломатический прием. Вот как вам такой эвфемизм? Дипломатический прием. Когда вы используете бытующий страх, что мы одну зависимость поменяли на другую. Знаете, европейцы вообще там с зависимостями так борются. С зависимостью от России боролись. Теперь с зависимостью от Китая борются. Скоро будут бороться с зависимостью от Соединенных Штатов. Ребята, у вас очень нездоровая ситуация. У вас слишком много зависимостей. Так вот, он использует вот этот бытующий страх и говорит: ай-яй-яй, 70 миллиардов, конечно, это хорошо из России, да-да-да, это прям вообще, прям, знаете, вот прям тютелька в тютельку. Было бы, если бы вообще 100% газа с Ямал-СПГ, это я тут додумываю, это не рабочая версия, это я так, знаете, для художественного преувеличения такого легкого. Если бы весь газ с Ямал-СПГ вообще вот в Европу шел, а почему бы нет, и как бы и хорошо было бы, говорит нам господин Пуянне, как бы. Хотя, разумеется, многие это прочитают и скажут: смотрите, европейские энергетические компании задумались о российском, вот хотят, чтобы увеличили поставки российского газа. Это люди, которые своим кошельком заинтересованы не как потребители, а скорее как инвесторы и как продавцы газа в увеличении этих самых поставок. Особенно, если мы вспомним о том, что спрос на газ в первом квартале 2025 года увеличился. И не факт, что он не увеличится во втором квартале 2025 года в условиях ограниченного предложения сжиженного природного газа на мировом рынке. Да, в этих условиях было бы неплохо перезапустить «Северный поток-2», увеличить закупки СПГ в России, снять какие-нибудь санкции, может быть, с каких-то вот проектиков, там что-то такое, знаете, со словом «Арктик». Вот как-то так. Ну, а пока имеем то, что имеем. На сегодня, дорогие друзья, все.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на нефтегазовую игру. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.